Надвигается непогода. Но мы успели все сделать. Вытащили перемет, все якоря, все бутылки. Даже поплавали, половили немного на спину. Правда, ничего не поймалось. Такая вот картина. Пришло предостережение, что гроза, град, усиление ветра. Последний день сегодня, пятница, 12 июля 2024 года. Сейчас пойдем в лес за дровами. И потом будем собираться постепенно. Да, там он уже явно идет дождь. Грохочет гром, вон молния. Молния. Да, так вот провожает нас Селигер. Так вот. Вон, видно дожди. Все, сейчас побежим за дровами, чтобы костерок. Ну, лодку я даже не знаю, перевернуть что ли ее. Ой, чтобы она... особо тут... Она привязана, никуда не денется. Сейчас все уберем, что может промокнуть. Вот сжигаются всякие остатки. Дров мало. Надо идти за дровами. Прежде посмотреть, ничего ли тут не промокнет. Тряпочка. Перчатки. От комаров спирали мы вот так накроем. Так. Ну, соль. Соль туда. Остальное тут особо не промокнет. Сапоги и одежда. Сейчас будем убирать. Ну, горелку, я думаю, тоже можно убрать, чтобы она не замокла. Так, ну все. Айда в лес за дровами. Ну вот и закончилась гроза. Как будто и не было ничего. Последний день. Последний день. Ездили, сейчас еще попробовали половить. Ничего не поймали, но просто половили так. И прям жарко стало. Жарко. Солнце жарит. Продуктов нам хватило. Каждый день ели в волю от пуза. Трехразовое питание было. Яйца ели, всякие крупы, макароны. Ну, рыбу, естественно, какую поймали. Ну вот сейчас вот будем тоже скоро ужинать.
Не хочется, конечно, уезжать. Уже договорился я с лодочниками, с такси, потому что мы поедем на моторке. На этой мы, конечно, вдвоем и с вещами не уедем. Вот приедет сюда моторка, мы на нее погрузимся. Быстренько доедем до монастыря Нилова пустынь. Там нас будет ждать такси. На нем мы поедем в Осташков. И там сядем на поезд. На поезде приедем в Балагое. Там некоторое время подождем, пересядем на другой поезд и приедем в Москву. Такой вот план. А что получится, это время покажет. Вот варится. Варится чечевица. Красная чечевица. Первый раз мы в походе готовим такую чечевицу. До этого все гречку делали, макароны, картошку и другие всякие блюда. Костер этот пережил сильный ливень, не затух. Потому что зажгли его до ливня, и он горел и не потух. Он еще бревно стоит там, ждет своего часа, и вон лежит пень. Все более-менее убрано. Последний день, вечер последнего дня, 6 часов примерно. Вот чеснок лежит. Вот спирали от комаров. Посуда всякая тут. Ну и костер. Горит костер, а над ним висит котелок, в котором очень вкусная чечевица варится. Был у меня однажды случай с чечевицей в другом походе на Шлине. Но тогда я просто объелся и слишком много масла добавил, чеснока, перца. Тошнило меня что-то. Расстройство было желудочное. Да так повезло, что прям за несколько минут до грозы все закончилось. Мучение. В этот раз, я думаю, обойдется без этого. Все будет хорошо. Не всякий же раз от чечевицы так страдать. Кукурузу вот ели. Пытались ловить на кукурузу. Но ничего не клюнуло. Поэтому съели сами кукурузу. Вершу уже вытащили. Вот верш стоит, раколовка. Перемет тоже смотали. Осталось крючки только убрать. Удочку разобрать, спиннинги.
И все. Поход завершен будет. Вот варится чечевица. Какой процесс? Когда варятся бобовые культуры, особенно горох, чечевица, пену надо желательно снимать. Вот. Снимать пену, помешивать. Сразу соль не надо добавлять. Обычно бобовые считается, что тогда будет вариться дольше, если соль прибавить. Вот. Снимать пену, пока она идет. Помешивать тут, чтобы ничего не пригорело. Это все-таки костер, а не кухонная плита. Кстати, за все это время у нас кончился только один баллон газа. И то не совсем он кончился, чуть-чуть там есть газа. А есть еще в запасе еще один баллон. То есть вот на неделю при умеренном употреблении газа, умеренном, хватает одного баллона. А что мы делали на газу? Мы каждый день варили по несколько раз чай. Раза по 4, наверное, кипятили чайник литровый. Варили яйца, варили, по-моему, даже макароны варили на газу. Вот. На все это хватило нам одного баллончика газа, который я потом перезаправлю из 5-литрового. Вот там моторка едет. Пена уже почти перестает идти. А пена идет из бобовых по той причине, что они содержат очень много белка. Вот. И вот эта вот пена, это и есть свернувшийся белок. Также из рыбы идет пена, из мяса. От всего, что белок. Да даже из картошки, в принципе, идет пена, но не столько много. Потому что картошки белка гораздо меньше, чем... Ну и вот, кстати, видно, что чечевица уже начинает развариваться. Я говорю, что такая кашица была густая. С макаронами будем есть. Вкуснота. Очень вкусное, полезное блюдо. Сначала красная была, а когда сварилась, желтая стала. Вот, пусть варится. Сейчас еще лук пожарю. Ну вот тут надо следить, чтобы не пригорела она. Еще пена убирается. А вот этот пенек мы сегодня добыли на другой стоянке. Напротив нас была стоянка номер 2, вторая стоянка она называется. Вот, там какие-то люди стояли, ну, хорошие люди, честно сказать. Они очень много там намусорили, бросили 11 или 12 банок тушенки. Вот почему тушенка это зло. Причем не обожгли их, ничего, просто свалили кучу банки эти.
Странные люди, они там костра не жгли, ничего не делали, только ели тушенку и ездили, видимо, за напитками в магазин время от времени. Такой отдых не очень интересный. Рыбу не ловили. В общем, мы съездили туда. И вот этот вот пень забрали. Там также еще некоторое количество дров там нашли, которые помогли нам пережить жуткий катаклизм. Была гроза, ливень, гром гремел, молнии. А костер все это время горел. Так, чечевица уже практически разварилась. Быстро разваривается. Вот красную чечевицу можно брать в поход. Она разваривается очень хорошо и быстро. Ну тут жар, конечно, сильный. Вот дрова. Прямо перед ливнем мы умудрились сходить в лес и притащить дрова. Сложили большой костер, разожгли, и он весь ливень горел. А иначе нам пришлось бы сейчас что-то разводить, а все мокрое, береста мокрая. Вот. А так костер горит, и разводить нам не надо. Так, вот она. Вот в такой момент уже, по идее, можно и посолить. Немного. Когда она уже разварилась практически, кашей стала. Вот, еще, наверное, минут 5-7 варить. Сейчас возьмем соль. Вот береста. И накрывали все этот припас. Вот припас. Возьмем соль. Немножечко соли. Ох, какой тут жар. Жуткий жар. Вот, и можно немного приподнять. Она так прям, вот как это делается. Берется и вот так, чтобы она, даже можно еще приподнять. Вот. Чтобы она еле-еле там, даже еще можно приподнять. Вот. Регулировать так, чтобы она не сильно там кипела. И помешивать. Так, а я в этот момент, пока тут происходит жар, я в этот момент приготовлю сковороду. Сначала надо просушить. Так, сковороду просушили. Берется нож и доска. Горячо тут.
Вот заправка. Ножа у этого случилась неприятность. В ходе разделки щуки слегка кончик поломался. Ну ничего, я это потом исправлю. Там буквально полмиллиметра сломалась. Твердая сталь, хрупкая. Кость воткнулась. И так вот вышло. Угу. Так, берем масло и туда. Так, чуть можно бросить чуть-чуть, совсем немного черного перчика, 3 зерна, 3. Так, 3 зерна. Ох, какая хорошая каша получается. Какая вкусная. Полезная каша. Так, и накроем ее крышкой. Она там будет доходить. Так. На таком огне лук быстро жарится. Жаль, у нас мало посуды, некуда все это раскладывать. Еще макароны нам надо будет разогревать. Ну что ж, как-нибудь придумаем.
Вот лучок. Уже даже подгорать начинает слегка. Слегка. Надо все время мешать. А запах какой. Ну вот весь поход ел этой вот пластиковой ложкой и вилкой. Вполне себе. Даже титановую даже не распечатывал. Да. Надо все, а то подгорит. Может, даже уже подгорел. Очень сильный жар. Ну вот, теперь мы переходим к разогреванию макарон. Макароны лежали в пакете, приобрели форму кастрюли. Вот. Ничего, мы сейчас разогреем на сковороде. Вот почему некоторые говорят, в поход не надо брать сковороду. На самом деле очень даже надо. Потому что если у вас что-нибудь приготовлено и осталось, разогревать в кастрюле это крайне неудобно. Может все пригореть. Там в сковороде больше контроля над ситуацией. Даже в сковороде вот они слегка. Но надо, чтобы они разошлись. То будут тут как альденте. Твердые, то есть. А нам надо, чтобы были мягкие. Вкусные макароны. Опять же, некоторые ломают вот эти спагетти. Тоже это странная затея. Когда есть короткие макароны. Вон опять там моторка. Сейчас он ставил какой-то снасть там в конвертах. Наверное, браконьерскую снасть. Скорее всего. Может, на бобров ловушки такие. Видели мы тут во время прогулки по лесу помет кабана. Какашки кабана видели. Прям свежие такие. Не старые. Значит, кабан тут ходит. Ну, они ходят тут. Вон я когда на второй стоянке был, они каждую ночь рылись там. Перерывали все. Меня, к счастью, не трогали. А ночью я даже радио включал специально погромче, потому что они в лесу хрюкали там, терлись. Страшно было, мало что им на ум придет. Захотят они отведать человеченки. Мало ли, животные непредсказуемые. Страшные вепри. Чеснока, наверное, надо добавить. И потом.
Без чеснока это не то. Перца красного. Не все едят, правда, такое. Некоторые не едят. Да, уже скоро разогреется. Уже они распадаются так хорошо. Макарончики. Когда они уже разогрелись, то они вместе не держатся. Вот, чтобы готовить, нужен костер из углей, без сильного пламени. Даже к такому костру близко подходить вот здесь вот тяжело. А если тут огонь такой горел, как бы тут готовить? Ну, надо понимать, какой костер, из каких дров. Была под сосна, хотя вот это вот и есть сосна, но это гнилая сосна, влажная, она тоже клеит. То береза, тоже не очень свежая. Но для готовки это прям идеально. Ух, разогрелись, все нормально. Вот и получилось чечевичное блюдо. Вот какое вкусное. Жареный лук там есть, чеснок, перец острый, перец черный. Ну я вот решил немножко добавить красного перца еще в тарелку. Потому что, на мой взгляд, остроты недостаточно. Такое блюдо должно быть очень острым. Вот это что надо. Вкусно. Это как в Индии готовят. Хал. И там не только из чечевицы, из любых бобов. Похлебка. С чесноком. Лук добавляют, чеснок, перец очень много. И блины с этим едят. На жаре очень хорошо. Это такая диета полезная. Капуста в разных видах, бобовые. Ну, хлеб там. Фрукты. Ну вот. Все и съедено. Ну, 10 часов. Вечер последнего дня. Мы поели сейчас, поплавали. Где-то, наверное, тоже еще часа два половили рыбу. Сегодня много плавали на лодке. Горит костер. Еще есть у нас вот бревно. Можно из леса еще принести. Сейчас будем удочки разбирать. Лодку помыли. Вот она, лодка.
А какая она чистая, блестящая. Я помыл ее водой из миски, плескал, чтобы песка в ней не было. Потом, когда собирать, подсохнет, а над озером туман. Жалко, что уезжаем сейчас. Пойдут грибы, явно пойдут грибы. Очень красивые были виды, пока мы там плавали. Лучи такие от солнца, отражения всякие. А сейчас туман. Над озером туман. А завтра уезжать. Так мы ничего не поймали больше. И вот такие вот виды. Луна. Много комаров. Облака удивительной формы. И туман. Он идет оттуда с болот. Вот там болото. А на нашем островке нету вроде как тумана. Вот. На нашем островке нету. Не хочется уезжать. Так всегда обидно это. Неприятно. Но ничего не сделаешь. Комары.